Здравствуйте, друзья! Утренний отбор Дарвиновского музея приветствует вас. И сегодня я продолжаю свою долгую, многослойную историю о судьбе Руаля Амундсена. Как вы помните, мы оставили его 26 мая 1928 года в кабинете министра обороны Норвегии. Зачем же его туда пригласили? Его пригласили туда по экстраординарному поводу. Дело в том, что дирижабль «Италия», скорее всего, разбился, с ним потеряна связь, и срочно нужно организовывать спасательные экспедиции. Как вы помните, трагедия дирижабля «Италия» — это вообще очень важный узел, в котором завязаны многие судьбы, как личные, так и судьбы государств. И, казалось бы, из такой, не очень важной по мировым масштабам истории, из такого приключения вытекают очень много разных последствий, других историй, и оно изменило судьбы людей, не только тех, которые участвовали в этой экспедиции, но и которые были вовлечены в спасательные операции, так или иначе, а их было очень-очень много, больше 1000 человек, это точно. Руаль Амундсен был в прекрасном расположении духа, был полон решимости, потому что именно к нему обратились с просьбой спасти его врага, как все знали, Умберто Нобеля. И это был прекрасный шанс для Амундсена доказать, что он не завистник, не мелкий человек, а самый настоящий полярный герой. И он по первому же зову бросился спасать экспедицию Нобеля. Ситуация была очень специфическая еще и потому, что за спиной Руаля Амундсена стали распространяться слухи о его якобы безумии. Он был такой, как Чацкий в этот момент. И слухи эти пошли не от кого-нибудь, а от самого Нансена. Он имел переписку с послом Норвегии в Великобритании. И тот по поводу выхода в свет автобиографии Амундсена, которая тут переведена на русский язык, в общем, я ее вам демонстрировала, чудесная книжечка, и он писал Нансену, что трудно, мол, переоценить тот вред, который нанесла отношениям двух стран эта книга. Дело в том, что Амундсен там прямо называет англичан bad losers, чего те, конечно, вынести не могли, обидно. И вот он пишет, этот посол: сколько, мол, человек, участвовавших в экспедициях антарктических, арктических, в том числе вместе с Амундсеном, плохо кончили. Из них не один только Йоханссон покончил с собой. Еще один участник тоже, и третий сделал неудачную попытку, все-таки остался жив, но такой стал очень странный. И Амундсен-то, мол, перенес больше всех трудностей. Не кажется ли вам, господин Нансен, что он тоже слегка двинулся умом? На что Нансен однозначно отвечает, что, скорее всего, да, у него нервное расстройство, и раньше-то замечались за ним какие-то вспышки нервозности, а судя по этой книге, он явно не в себе. Конечно, все это должно было остаться в тайне между этими двумя корреспондентами, но, разумеется, поползли слухи, как это всегда бывает. Сказали одному по секрету, потом другому, и вокруг Амундсена стала образовываться такая напряженная пустота. Он, конечно, это чувствовал. Поэтому для него было особенно важно оказаться в числе 3 важных полярников, которых вызвали на первое совещание, посвященное спасению экспедиции Италии. Кто же были другие двое? Вторым был Отто Свердруп, который также присутствовал на торжественном обеде, с которого Амундсена и вызвали к министру. А третьим был Ялмар Рисер Ларсен. Вы его помните, это тот самый бравый пилот, который вместе с Амундсеном совершил полет на дирижабле «Норвегия», и который был полностью на стороне Амундсена во всех его спорах, ссорах с Нобелем. Рисер Ларсен был военный пилот и в то время находился на учениях в другом городе. Его вызвали в Осло, и вот пока он ехал поездами там на перекладных, а это было дело не быстрое, он уже начертал план, примерный план, самый начальный, как развернуть спасательную операцию. Он подумал уже, где примерно могла упасть эта самая Италия, куда там ветра, течения, и, в общем, как нам быть, какие суда зафрахтовать, какие нужны самолеты, минимум, чтобы начать поиск. Такой был он оперативный и опытный человек. И вот прошло это совещание. Рисер Ларсен сразу же изложил свой план спасения, министр его выслушал, принял к сведению, и всех, в общем, отпустили по домам до следующего совещания, которое должно было состояться вот прям вскоре.
Дело происходит в Осло, естественно, в столице Норвегии. А Амундсен живет в пригороде Осло на своей вилле, но он никуда не уезжает, а остается в гостинице «Виктория», как можно ближе к министерству, и снимает там недешевый номер и ждет. Ждет, проходит день, тишина, проходит два, никто к нему не обращается, ни о чем ему не сообщают. В общем, тишина. Он начинает волноваться и подозревает, что что-то происходит без него. Так оно и было на самом деле. Рисар Ларсон так круто завертел все это дело, что не было времени и, собственно, нужды советоваться с Амундсеном, потому что это была совершенно военная операция. Что придумал Рисар Ларсон? Он понимал, что самолеты не могут летать так далеко, чтобы вот прямо из Норвегии отправиться на поиски экспедиции. Поэтому необходимо, конечно, самолеты доставить на Шпицберген. Шпицберген – это, как мы знаем, северный архипелаг, самый северный, принадлежащий Норвегии. И именно Шпицберген был базой всех арктических экспедиций. Самолеты тогда не летали прямо из Европы на Шпицберген, а их разбирали на части, грузили на суда и доставляли. И вот Рисар Ларсон там предложил зафрахтовать подходящее судно и пару самолетов итальянских отправить на Шпицберген. То есть он считал, что Италия это уж точно совершенно всеми силами будет участвовать в спасательной операции. Ну, что было на самом деле, мы увидим чуть позже. А сейчас мне хотелось бы вернуться немножко назад к тем событиям, которые предшествовали самому этому совещанию и вот всем этим событиям. Все-таки экспедиция на дирижабле «Италия» отличалась от экспедиции на дирижабле «Норвегия» не только тем, что она проходила под итальянским флагом. Она носила другой характер. И самым главным, что двигало, наверное, Нобеля, было стремление по всем статьям обставить Амундсена. Кроме того, что амбиции фашистского правительства совпадали, конечно же, с желанием Нобеля в этом случае. Почему я так думаю? Во-первых, я не знала этого, но оказывается, Нобеля затеял эту экспедицию, как он сам пишет, еще на Аляске, куда они прибыли вот, на дирижабле в Норвегии, и он подговаривал Рисара Ларсона участвовать в этой экспедиции, что было не очень-то, как мне кажется, корректно. Рисар Ларсон не отказался в грубой форме, а сказал, ну да, было бы интересно, может быть, но ведь Амундсен-то уже завершил свою карьеру, как мы без Амундсена? Нобель говорит, ну, настало время молодых, давайте мы уже сами что-то организуем, продолжим дело Амундсена и все такое. И Рисар Ларсон вроде бы дал предварительное согласие. А такой же разговор произошел между Нобеля и Оскаром Вистингом, вернейшим товарищем Амундсена, который был с ним и на Южном полюсе, и пролетал над Северным. И тот вроде бы тоже так не отказался резко. В результате ни Вистинг, ни Рисар Ларсон не участвовали в экспедиции Нобеля, как и вообще ни один норвежец. Но все-таки разговор был. Тогда Нобель уже знал, что ему поручено итальянским правительством строительство дирижабля в 3 раза превышающего тот тип дирижаблей, которым являлась Норвегия. И он решил, что именно на таком огромном дирижабле, который в 3 раза больше Норвегии, он и отправится в эту новую свою собственную экспедицию. Вот долго он жил с этой мыслью, но через несколько месяцев все-таки итальянское правительство передумало и приказало прекратить это строительство. Нобель страшно расстроился, но все-таки надеялся, что ему позволят взять такой же дирижабль, как и Норвегия, под названием «Италия». Ну, так и случилось-то, в конце концов. Тут вот он как-то не получил того, что хотел. А потом Нобель решил, что его дирижабль пролетит гораздо дальше, чем дирижабль Амундсена, и конечной точкой значился Сиэтл, который находится гораздо южнее, понятно, чем Аляска, это поселение Ном, где приземлилась Норвегия. Кроме этого, главным было то, что это настоящая научная экспедиция, не то, что у Амундсена. Ну что там были за научные результаты? Ну, сверху увидели, что нет земли Крокера, да, ну все на этом, в общем-то. А вот экспедиция Нобеля возьмет на борт целых 3 ученых. Конечно, Финна Мальмгрена, конечно, Бегоунека, которого не взяли в прошлый раз,
И, конечно, должен быть еще итальянский ученый, потому что итальянская наука тоже нуждается в новых сведениях. Ну, так и было сделано. И насчет Бегоунека тоже были страшные споры и трения, потому что Папа Римский хотел, чтобы взяли его представителя, так сказать, осветить полюс, там, ну вот, всякие такие были планы. И с другой стороны, люди, которые оплачивали эту экспедицию, большую часть расходов взяли на себя, это были миланские магнаты, они хотели отправить 2 журналистов одновременно. Но Нобель настоял, что одного вполне достаточно, и было 2 журналиста, один летел над Европой, а второй уже отправился вот в главную экспедицию Лаго. Лучше бы он и не отправлялся, конечно. В общем, Нобель отстоял Бегоунека, надо отдать ему должное. Ну, состав механиков был прежний, это были уже проверенные люди. Таким образом, в этой экспедиции участвовали через своих сотрудников Пражский университет, откуда Бегоунек, Упсальский университет, Мальмгрен, Швеция, и Пантремоли из Миланского университета. Но прибор для этой экспедиции изготавливали специально в нескольких странах, там и во Франции, и в Англии, и, в общем, собрали самое лучшее, все погрузили и планировали провести комплексные исследования. Например, измерить глубину океана прямо в точке Северного полюса при помощи эхолота. Ну, если вы помните, Амундсен это уже делал, не в точке Северного полюса, но тем не менее. Эхолот тогда только что изобрели, и вот, значит, Нобель тоже решил этот новейший прибор с собой взять. Кроме того, Нобель планировал 3 полета, а не 1. То есть должно было быть 2 как бы разведывательных. Но один из них в итоге быстро закончился, там его свернули из-за плохой погоды, а второй был очень длинный. И проходил он, в общем-то, в советских, я бы сказала, территориальных водах между, ну то есть в районе Новой Земли, Северной Земли, то есть и ЗФИ там чуть-чуть захватили. В общем, все посмотрели, что у нас, как, все изведали. Тут хотелось бы коснуться вопроса геополитических интересов разных стран. И это очень острый вопрос. Казалось бы, ну что в Италии? Италии нужно в Арктике. Ну где Италия, где Арктика? Какие могут быть интересы? Тем не менее, у Муссолини, который все больше прибирал власть к своим рукам, были имперские амбиции, которые в конце концов, как мы знаем, направились на юг, но сначала простирались и на север. Значит, вот что интересно. Были спорные арктические земли. Тот же самый Шпицберген. На Шпицберген претендовали и имели на это право голландцы, потому что их Баренц побывал там в конце 16 века. Конечно, норвежцы, которые были уверены, что еще в XII веке, там пронорвежцы, конечно же, доходили до этих земель. Конечно же, русские поморы тоже там бывали и не раз, и землю эту называли Груманд. Но англичане, они на все претендовали. Почему-то еще Германия. И Италия. Италия по той только причине, что ЗФИ открыла австрийская экспедиция, снаряженная в Триесте. А Триест после Первой мировой войны отошел к Италии. Поэтому, значит, итальянцы считают, что они имеют отношение к этой экспедиции, вот, и тоже заявляли свои права на ЗФИ. Но сильнее всех, а при чем тут ЗФИ-то вообще? Я про Шпицберген же рассказываю. Мы сейчас про Шпицберген говорим. Они на ЗФИ-то претендовали, но в 20-х годах все-таки серьезные претензии были только у Советского Союза и Норвегии, и все-таки решили, что СССР достанется земля Франца Иосифа. А Шпицберген как раз по Шпицбергенскому декрету, да, или как он назывался, в общем, на Парижской конференции, которая состоялась после Первой мировой войны, решили, что Шпицберген хорошо, если достанется Норвегии, которая сохраняла нейтралитет в этой войне, чтобы никто не обиделся и никто не ссорился. Тем более, что норвежские дипломаты очень все правильно сделали. То есть они предложили всем странам, которые уже имеют какие-то там поселения, шахтерские поселки на Шпицбергене, остаться и пользоваться, как и пользовались этими полезными ископаемыми. А Норвегия будет осуществлять управление, административное управление Шпицбергеном, только и всего. Причем было очень гуманно придумано, что пошлина будет очень-очень маленькая, прямо крохотная.
И вообще доходы с этой пошлины не должны превышать расходов по управлению Шпицбергеном. То есть Норвегия совершенно на нем не наживается. Она просто вот, присматривает за Шпицбергеном. И в этом же документе было сказано о том, что губернатор Шпицбергена должен контролировать экспедиции, которые отправляются вот на зимовки. И это был настолько запутанный документ, что было непонятно, должны присматривать, могут, должны спасать или не должны, только за теми, кто отправляется на зимовку, или вообще за всеми, только норвежскими или любыми. Тогда в 1928 году приняли поправки, что, мол, не только норвежские экспедиции должны быть под приглядом, но и зарубежные. Но если хоть один норвежец есть в составе этой экспедиции. В общем, эта каша так и не была структурирована. В итоге, когда дирижабль Италии разбился, было непонятно, спасать их или не спасать, потому что ни одного норвежца там не было. Это никакая не зимовка, потому что дело происходит в мае. Так что всем этим должна заниматься Италия. И все вот это собрание у министра обороны в Осло состоялось только потому, что представитель Италии в Осло, такой был граф Сенни, лично попросил правительство заняться этим вопросом и организовать какие-то, принять срочные меры, вот экстренные. Сейчас, пока мы там в Италии ничего больше не придумали. Вот, так что для Норвегии, у нее тоже были свои геополитические интересы. Ей было очень важно показать, что она может участвовать в таких важных международных проектах. Хотя ресурсов на Шпицбергене не было почти ноль. Губернатор был очень бедный в этом смысле. Была единственная шхуна маленькая, принадлежавшая когда-то контрабандистам, лодки рыбаков местных, которые они могли бы попросить для помощи, собачьи упряжки, и, в общем, все. То есть ресурсов никаких. Вот что интересно, СССР-то тоже тут не последняя страна, потому что уж у кого геополитические интересы в Арктике, так это у нас были. И СССР волновало все, что затевается там со Шпицбергена, и тоже все, конечно, интересовались. И когда Нобель ездил советоваться с Нансеном, Отто Свердропом, и ездил в Европу и к другим тоже важным полярникам, то там же в Европе он встречался и с нашим выдающимся полярником Рудольфом Лазаревичем Самойловичем. И когда Самойлович услышал, что Нобеля планирует, вот еще важно, он планирует высадить десант прямо на Северном полюсе со всякими научными приборами, оставить их там на недельку, а потом за ними вернуться. Когда Самойлович услышал об этом, он страшно разволновался, потому что ему было очевидно, что эти люди просто обречены. Нет никаких шансов вернуться за ними, найти их там, потому что льды, как мы знаем, дрейфуют постоянно. Что такое горстка людей на льду? Их просто невозможно увидеть даже сверху. Он тут же написал в Ленинград своим коллегам в организацию, которая тогда, не знаю точно как называлась, потому что сначала она называлась экспедиция промыслово-научная, а сейчас она уже превратилась в Арктический антарктический исследовательский институт, ААИИ. В общем, он написал своим коллегам, что Нобель, затеял что-то такое очень рискованное, переубедить его нет никакой возможности, давайте примем меры. И меры действительно были приняты. Представьте себе, что на крайние точки наших северных побережий были отправлены маленькие экспедиции, которые устроили склады и были, в общем, готовы к спасению, возможному спасению этой экспедиции еще до того, как она отправилась. Вот. То есть у Самойловича были правильные предчувствия на этот счет. А Самойлович, я вам еще напомню, это что за человек-то вообще? Это человек, который был в экспедиции Русанова в 1912 году на Шпицберген. И он там пооткрывал очень даже много месторождений угля. И не только там, а потом еще и в других тоже местах, еще до революции, потому что он был горным инженером, очень образованным человеком. Но почему же он не погиб-то? Потому что Русанов высадил его на новой земле со всеми результатами, вот с картами этих их исследований на Шпицбергене, и уже без него отправился в дальнейший путь, который окончился трагически, как мы знаем. А Самойловичу это спасло жизнь, и он вот продолжал работать.
Кроме того, он был еще профессиональным революционером. Он был революционером, и постоянно его отправляли то в тюрьмы, то в ссылки. И однажды отправили его в Архангельск и в Пинигу, где он и полюбил север. И вот с тех пор-то он и занялся исследованиями именно северных земель, был очень опытный, знающий человек. Так вот, он, значит, узнал о страшных планах Нобеля и был готов к худшему. Кроме вот этих научных, кроме этих как бы рациональных причин ожидать плохого исхода экспедиции, были и совершенно иррациональные. Например, собачка Титина, которая сопровождала Нобеля в эту экспедицию тоже, не хотела взбираться в гондолу, упиралась и рычала. И Нобеля в кои-то веке пренебрег ее реакцией, взял ее на руки и втащил все равно. А когда дирижабль упал на лед, в гондолу, когда разбилась, на лед упала также статуя Мадонны. И Нобель решил, что это хороший знак, наверное, все-таки они выживут. Подожди, я правильно понимаю, что они с собой взяли статую? Маленькую статуэтку. Ну а как? Он взял с собой мало, там он вообще обжился там. Нобель взял с собой фотографию своей любимой дочери Марии, тоже там ее, значит, где-то приколол. И когда у них первый раз заел мотор, какие-то проблемы возникли, ему показалось, что она плачет. Он мельком взглянул на ее фотографию, показал, что она какая-то грустная и плачет. Вот. Ну и действительно, дело кончилось плачевно. Так вот, почему же дирижабль-то упал все-таки? Ну вот чего он упал? Ну почему Норвегия не упала, а Италия упала? На то были свои причины. Флаг сбросили, крест сбросили. Папа Римский сказал: хорошо, вы моего посланника взять не хотите, но крест вам придется взять. И это то ли 100, то ли 200 килограммов, я не помню. Еще тут дубовый, здоровенный просто крест, не вот такой. И я не представляю, честно говоря, как они его выбрасывали. Наверное, им пришлось там открывать дверь. И, ну, в общем, я еще думаю о том, каково, допустим, белым медведям, если они в этот момент находятся на полюсе. Ну, что ж такое-то, выкидывают то одно, то другое. Это крест просто с такой высоты. О, у меня загадка. Спустя несколько лет, в 1937, если не ошибаюсь, году, советские летчики на самолетах впервые, в смысле наши советские впервые, пролетали над Северным полюсом, и они тоже не могли обойтись без того, чтобы что-нибудь туда не сбросить. Вопрос, что они сбросили туда, на полюс? Вот, кто ответит в комментариях, тому я подарю какую-нибудь книжку, вышлю почтой. Я придумаю, какую, и подарю. Это супер, вы никогда не догадаетесь, если не знаете точно. Так вот, дирижабль Италия. Как же он упал? Почему же все это случилось? Надо вам сказать, что даже Фин Мальмгрен признал, что это самая хорошо снаряженная экспедиция, которую он вообще знает. Там было все на все случаи жизни. Но сколько прекрасно снаряженных экспедиций потерпели фиаско. А сколько экспедиций, снаряженных кое-как на последние деньги, победоносно вернулись обратно. Ох, это посчитать бы. Дело в том, что цель была пролететь над полюсом и долететь до Северной Америки. Уж не до Сиэтла, но хоть куда-нибудь туда. Но когда дирижабль достиг полюса и радостно сообщил на Большую Землю, что вот мы уже здесь, и Амундсен загрустил в тот момент, наверное, погода страшно испортилась. И Фин Мальмгрен, который был главным метеорологом этой экспедиции, он посоветовал вернуться обратно, потому что путь дальше был более опасным. Почему? Потому что там была так называемая то ли мертвая, то ли слепая зона, в общем, много-много островов, которые не были еще картографированы, где не было вообще никакого жилья на огромных расстояниях. То есть было меньше шансов, что их найдут, если вдруг что-то случится. Поэтому лучше вернуться назад. Он долго уговаривал Нобеля, но все-таки склонил его на свою сторону. Они повернули назад и таким образом полетели против ветра. Я не знаю, почему Фин Мальмгрен на это решился, потому что я читала его отчет об экспедиции на Норвегии, и он там, в частности, описывает, от каких условий зависит полет дирижабля.
Он зависит от тысячи разных условий, от температуры, от влажности, направления ветра. Ну, в общем, это очень-очень метеозависимый летательный аппарат. И просто огромный риск лететь против ветра, еще и в тумане. Но, тем не менее, Мальмгрен был уверен, что вот чуть-чуть подальше от полюса и ветер переменится. Он, конечно, это все не просто выдумал, а основывался на каких-то метеорологических сводках, на своем опыте. Был уверен, что так и будет. В общем, прибавили, так сказать, газу, но скорость все равно оставалась очень низкой, там километров 50, не больше, и полетели. Потом, конечно, проходит какое-то время, и оболочка начинает обледеневать. Дирижабль тяжелеет. Но я вам не буду описывать все перипетии, кому надо, прочитают и посмотрят всякие эти технические подробности. Но, в общем, дирижабль стал снижаться. Тогда сбросили гайдроп. Это такая длиннющая тяжеленная цепь типа подвижного якоря, который обязательно должен быть и на дирижаблях, и на воздушных шарах тоже такие были. То есть он, во-первых, уменьшает вес летательного аппарата, да, потому что часть его лежит на земле, и обеспечивает мягкую посадку. Ну а если там есть необходимость, то можно его быстро отцепить, и тогда он, как бы, теряется балласт, да, и высота увеличивается. И сбросили этот гайдроп, но ничего не помогало, и все равно высота становилась все ниже и ниже. И почему же эта гондола оторвалась от остальной оболочки? Потому что этот гайдроп волочился по льдинам, и наконец он зацепился за какие-то торосы и дальше не пускал уже эту гондолу. Поэтому она оторвалась и упала, а оболочка полетела дальше. И в этой оболочке осталось 6 человек. И помимо технического персонала, которые должны были там находиться, там были еще тот самый ученый Пантремоли и журналист Лаго. Они там были, потому что они спали. Это было единственное там место, какое-то очень неудобное и узкое, где можно было спать. И поскольку их полет длился уже больше суток, то люди не выдерживали, они по очереди ходили туда подремать. И вот эти ребята, в общем, там и остались. Гондола разбилась и упала на лед. Но все-таки это не было такое уж прям падение с огромной высоты. Оно было относительно плавным, и все, кроме одного человека, остались в живых. Погиб, к сожалению, Памела. Памела был одним из механиков. И таким образом на льдине остались в основном офицеры и ученые. Беговник пишет в своих воспоминаниях, что за гондолой тянулся длинный кровавый след. Почему кровавый? Потому что разбились стеклянные шары с краской, которые использовались для определения высоты. То есть, когда дирижабль летит над льдиной, очень трудно понять, где там поверхность все же белая. Поэтому сверху бросали стеклянные шары с анилиновой красной краской. И с секундомером, значит, замеряли, да, через сколько секунд они разбиваются и возникает красное пятно. Ну и там, зная ускорение, да, высчитывали скорость, и скорость, время, выясняли расстояние, там эти физические формулы. И вот эти-то шары, некоторые разбились, а некоторые нет. И из-за этого палатка, знаменитая эта палатка, стала красной, потому что красной она сначала не была. Откуда вообще взялась палатка, вы меня спросите, когда все разбилось и должно было потеряться? К счастью, не все снаряжение хранилось в оболочке дирижабля. Большая часть была сложена в гондоле, и поэтому, когда она разбилась, все это, конечно, разлетелось в разные части, но как только люди немножко пришли в себя, они стали осматриваться и находить очень полезные вещи. Надо сказать, что это просто чудо, что они нашли практически все необходимое для жизни. Сюда, скорей, палатка! Молодчина, слава богу. Ну, Нобеле рад был, конечно, что жива осталась Титина. Ей вообще ничего не случилось, она была жива-здорова и прыгала себе, воодушевлял своего хозяина, который был как раз травмирован. Больше всех остальных, Нобеле и Чичоне. У них были переломы, они не могли двигаться. Все остальные более-менее ничего. Стали собирать. Что же они нашли? Это просто потрясающе. Они нашли спички, они нашли продовольствие, пеммикан, шоколад, еще какие-то там штуки, револьвер и патроны.
И, конечно, самое главное, они нашли приемник, передатчик и аккумуляторы. Смотрите, радио! Смотрите, радио, милое мое, дорогое мое, любовь моя, Цапи! Ты нашел Цапи! И палатку. И вот эта палатка, она была такого серенького, серо-желтенького цвета. Вот не послушали они Яна Нагурского и взяли палатку, неподходящую для арктических условий. Тогда они этой красной краской ее облили, чтобы она была заметнее на льду. Вот так она и стала красной, эта самая палатка. Да, сейчас я буду рассказывать о страшном унижении Руаля Амундсена. Руаль Амундсен в отеле «Виктория» ждет вестей, которые все не приходят. Тем временем работа закипела. План Рисера Ларсена, который включал 2 самолета из Италии, это те самые Дорнье-Вали, которые больше всего подходили для арктических условий. План этот отправили срочной телеграммой в Италию и ждут ответа, потому что без этого ответа они не могут начать спасать итальянских граждан. Вот. Но ответа нет. Нет ответа. День-два. И все уже начинают подозревать, что, наверное, Муссолини специально тянет с ответом, чтобы было уже некого спасать. Северянам-то было совершенно понятно, в каком ужасном положении оказались выжившие, если таковые есть. Я напомню, связи-то нет еще пока. Связь не установлена с лагерем Красной Палатки, поэтому никто не знает, что там случилось. Вот. И после долгого молчания, так официального ответа и не поступило, но тот самый граф Сен-Ни, который ратовал-то за организацию спасательной операции, приехал к Рисеру Ларсену с неофициальным визитом и сообщил, что итальянское правительство не одобряет всякие норвежские широкие такие операции, не хочет участвовать в них, то есть самолетов не будет. Мало того, Муссолини лично просто возмущен тем, что главой этой операции, как он слышал, назначили Руаля Амундсена, с которым у Италии тоже плохие отношения, как у Англии. Так что категорическое нет, но Муссолини дал согласие на легкие, простенькие разведывательные операции с самолетов. Ну, Рисер Ларсен, наверное, все сказал про себя, что он думает о таком решении, но отступать не собирался. Поэтому он стал требовать 2-й норвежский самолет. Там было, значит, 2 итальянских и 1 тяжелый Ганс Бранденбург, норвежский самолет, должен был быть отправлен из Норвегии на Шпицберген судном. Судно зафрахтовали уже. Вот, быстренько нашли 2-й самолет. И к участию во всей этой операции Рисер Ларсен пригласил своего давнего друга, тоже очень-очень знаменитого просто полярного летчика Люцеф Хольма. Рисер Ларсен добыл 2-й норвежский самолет и тоже организовал его доставку на Шпицберген. Но когда уже судно с этим разобранным самолетом уже на пути, так сказать, на север, ну еще у берегов Норвегии, в общем, в последний момент Рисер Ларсен узнает, что на Шпицбергене недостаточно топлива для 2 аэропланов. И он, чертыхаясь, срочно ищет еще и топливо, грузит на судно еще и топливо. И все это отправляют, наконец, на Шпицберген. В общем, ситуация складывается такая, что Италия не очень-то хочет найти своих соплеменников, а норвежцам как будто больше всех надо. В этой сложной ситуации Рисер Ларсен лично, неофициально, уже связывается с Советским Союзом и обсуждает, я не знаю, с кем лично, может быть, даже с Самойловичем, и обсуждает возможность выхода в спасательную экспедицию ледокола «Красин». Это вот первые сведения, которые мне известны о том, как, собственно, Красин оказался включенным во весь этот процесс и сыграл в нем ключевую роль. Тем временем наш друг Руаль Амундсен по-прежнему в гостинице. Выходят газеты, он читает в газете, что, оказывается, начинается спасательная операция, Рисер Ларсен молодец, ничего себе, хорошенький товарищ. Он страшно нервничает и злится, из министерства никаких вестей, но были люди, которые были сторонниками Амундсена. И вот один из них – это 3-й полярный летчик, знаменитый норвежский герой, который оказался тоже неудел, его никуда не пригласили, звали его Трюгве Гран.
Он был майор ВВС и тоже вполне мог бы участвовать в этой операции, но, видимо, он просто не так близко дружил с Рейсер Ларсеном, как Люциф Хольм. Поэтому он отправился к своему министру, добился встречи и потребовал, чтобы тот объяснил, что происходит. Как же наш знаменитый Руаль Амундсен не в курсе дела? Как-то его так отстранили или вообще как? Какие планы на него? И министр, прижатый к стенке, ответил, что операция это сугубо военная, она разведывательная. Это не спасательная операция. И, конечно, если бы это было что-то стоящее, то пригласили бы Руаля Амундсена. Ну, сейчас мы как-нибудь сами без него справимся, не будем беспокоить пожилого человека. Ну, все было понятно. Трюгве Гран пришел в гостиницу к Амундсену, все ему рассказал. Тот быстренько собрался и уехал домой. Стал думать, что же делать. И он решил организовать свою собственную спасательную экспедицию на аэропланах, на аэроплане, на одном. И к кому он обратился? Естественно, к своему старому другу Элсворту. Он с ним связался, объяснил ситуацию, и Элсворт сказал: окей, я полностью поддерживаю тебя, как всегда, дорогой мой друг Амундсен. Тот был воодушевлен и дал интервью некоторым корреспондентам о том, что он со своим другом, американским меценатом Элсвортом, отправляется в очередную спасательную экспедицию, все уже готовится, он надеется быть полезным в этом деле. Весть эта облетает, конечно, всю Европу и прибавляет популярности Амундсену, о котором снова вспомнили, и он становится таким важным действующим лицом, а не отставным полярным героем. Проходит время, Амундсен ждет, значит, деньги. Тем временем Дитриксон – это пилот, который участвовал, если вы помните, в таком тренировочном полете на двух аэропланах к Северному полюсу, да, номер 24, номер 25. Мы знаем прекрасно, что они никуда не долетели, но тем не менее. Значит, этот самый Дитриксон был приглашен Амундсеном пилотом. Поэтому именно его отправили в Европу покупать Дорнье-Валь. Но денег нет. Без предоплаты никто не собирается давать самолет, не то что Дорнье-Валь, который считался лучшим, но и что попроще, Юнкерс, там, например. Дитриксон пробовал договориться даже, чтобы вот тот самый самолет номер 25, на котором они уже слетали и вернулись когда-то, чтобы его дали, так сказать, полетать. Но без денег никто не соглашается. А Элсворт тем временем меняет свои планы и дает какую-то совершенно незначительную сумму денег, ну вообще ни зачем, я не знаю, но пемикану только купить хватит с собой. Короче говоря, Дитриксон вынужден вернуться ни с чем. И тот же на вокзале, встречая журналиста, спрашивают: ну что, ну как, ну когда? И он вынужден сказать правду, что, к сожалению, нам, наверное, придется отказаться от этой экспедиции, потому что самолета нет, денег на самолет нет. И Амундсен дает официальное интервью, в котором признается, что ничего не получилось. Такой позор на его седую голову был просто последней каплей. Его последняя попытка вырваться из забвения терпит фиаско. И он в полном отчаянии сидит дома. Но вдруг на следующий же день, вы не поверите, случается чудо. Вот прям как в тот момент, когда Элсворт объявился, позвонил ему в гостиницу в Америке, да, и предложил дать денег на экспедицию полярную. Вот совершенно то же самое происходит сейчас. Просто судьба, удача, я не знаю что. Но в конце концов оказалась не такая уж удача. Нашелся поклонник Амундсена, который готов был помочь. Это был некто Петерсон, глава торговой палаты норвежско-французской в Париже, который был просто возмущен. Да что же это такое? Наш великий соотечественник вынужден побираться. Денег никто не дает на один самолет. Да о чем речь? Просто я не понимаю. И он телеграфировал Амундсену, что сейчас он прям быстро примет меры, и мы сейчас найдем вам самолет, конечно же. У него были огромные связи. Этот человек не только договорился с ВВС Франции, чтобы они дали самолет Латам-47 плюс экипаж 4 человека.
Он еще за одни сутки добился согласия от норвежского правительства, то есть это же все-таки не совсем частное дело. И вот норвежский посол в Париже обратился к правительству Норвегии в Осло. Они быстро весь этот вопрос решили, сказали, что да, окей, мы за, присылайте. И самолет вылетает в Норвегию. И Амундсен, конечно, знал, что Латам-47 не идеальная машина для Арктики. Во-первых, что это была за машина? Латам-47 тоже был летающей лодкой, так называемой, то есть он должен был приводняться. Ему нужны были разводья, он не мог садиться на лед, потому что его днище было не такое, как у Дарньеваль плоское, оно было килевидное, что не очень здорово. Второй момент — поплавки, которые держат аэроплан или вот эту летающую лодку на воде. Эти поплавки у Дорньеваль крепко закреплены на корпусе, а у Латама они прикреплены к крыльям, поэтому они легче сбиваются, если что, не так надежно закреплены. Был там еще ряд каких-то технических характеристик, которые уступали Дарньевалю, но выбирать-то не приходилось. После того, как уже был совершен такой широкий жест, Амундсен не мог отказаться, чтобы разочаровать этого Петерсона и вообще всю Норвегию, потому что, прочитав в газете о том, что экспедиция Амундсена все-таки состоится, несмотря на все сложности, народ ликовал. Потому что, как мне кажется, Руаль Амундсен — это не Рисар Ларсен. Он был уже мифической фигурой. Люди верили, что он точно спасет Нобеля. Вот только Амундсен и больше никто. И в успехе никто не сомневался. Поэтому, когда этот самый Латам-47 с блестящим, надо сказать, экипажем прибыл в Норвегию, это уже было дело решенное, отступать было некуда. И Дитрихсон с Амундсеном должны были выехать из Осло на встречу с этими 4 ребятами. Эти 4 заслуживают того, чтобы о них все-таки упомянуть, потому что, знаете, Амундсен, а все остальные в тени, это не совсем верно. Все 4 французов были участниками Первой мировой войны, героями. Все они были моложе 40 лет, а 2 из них и сильно моложе. Молодые мужчины в расцвете сил. Там было 2 пилота, Гильбо и де Кувервиль. И кто это? Моторист Брази и радист Валет. Из норвежцев были Амундсен и Дитрихсон. Амундсен попросил своего старого друга Оскара Вистинга тоже участвовать в этой экспедиции, но в самолет он же никак не мог уместиться. А он должен был отправиться из Норвегии на Шпицберген на судне и привезти все необходимое, то есть дополнительное горючее, потому что на Шпицбергене, знаете, там нет автозаправок никаких, и все надо привозить с собой. Горючее и припасы, и продукты, и всякие разные штуки, которые могли пригодиться Нобелю, если бы они его обнаружили, и сбросили бы ему. Вистинг немножко так опечалился и обиделся, потому что ему хотелось лететь вместе с Амундсеном. Но даже для 6 места в Латаме-47 было очень мало. Честно говоря, решался вопрос, кто будет вторым пилотом. То ли де Кувервиль, то ли Дитрихсон. Но потом поняли, что они не могут отказать ни одному, ни другому, и в итоге все в 6 они втиснулись в этот Латам-47. Да, я вам напоминаю, чтобы географию как-то себе представлять, да, где мы находимся. Мы все еще в Норвегии находимся. И Амундсен со своими друзьями Дитрихсоном и Вистингом должны были сначала из Осло на поезде доехать до Бергена. Как раз в Берген должны были прилететь эти французские ребята. И вот когда состоялся этот отъезд Амундсена с компанией, и вот на вокзале в Осло ему устроили такие проводы, пришел этот самый посол Италии провожать его. В общем, первые лица страны, так сказать. А уж о народе-то что говорить, все были с цветами. Какая-то дама ему преподнесла букет и сказала: 1000 людей хотели бы сделать это. Вот позвольте мне от имени всех вручить вам этот букет. Мы верим в вас. И, в общем, таких слов ему наговорили. Амундсен совершенно не ожидал. Он думал, родственники, друзья и проводят их, и все. Но нет, внимание было огромное. На вокзале в Бергене то же самое, когда их встречали. Консул Италии встречал их там, в общем, с помпой.
Потом, вот, как я говорю, погрузились в самолет и из Бергена до Тромсе уже летели. Народ, значит, в Тромсе ждал, когда же прилетит к ним сам Амундсен. И вот он, наконец, пролетел, и лодка летающая приводнилась. И Амундсен с Дитриксоном на весельной лодочке отправились на берег, чтобы немножко передохнуть. В Тромсе жил давний друг Амундсена, такой фармацевт по фамилии Цапфа, по-моему. И к нему-то домой они и пошли. Амундсен там принял ванну, выпил чашечку кофе, и хотел было вздремнуть, но как-то ему не спалось. Чего же они ждали? Они ждали метеорологических сводок, чтобы понять, когда можно вылетать на Шпицберген. А французский экипаж, вот 4 человека, отправились в гостиницу, шикарную, самую шикарную в городе, которая была неподалеку от дома этого фармацевта. Они там тоже отдыхали. Важный момент. Никогда до этого самолеты, аэропланы, гидропланы, кто угодно, не летали прямо из Норвегии до Шпицбергена. Там примерно 1000 километров. И вот ни один летательный аппарат никогда, который тяжелее воздуха, не преодолевал это расстояние самостоятельно. Их всегда перевозили на судах. Самолетики были маленькие, вот их разбирали на судно, привозили туда, там собирали, и вот уже со Шпицбергена, пожалуйста, летите там куда-то. Вот, и это должен был быть первый полет, так сказать, беспосадочный из Европы на Шпицберген, плюс ко всему, да. Вот, но Амундсен со своим Латамом 47 был не единственным в бухте Тромсе, кто собирался лететь на Шпицберген. Там уже было свое такое микросоревнование, потому что были еще самолеты шведский и финский. Вы не поверите, да, вот что финнам там делать. Шведский-то понятно, потому что у них Финн Мальмгрен там в экспедиции тоже, так сказать, погибает, надо его спасать. А вообще со шведами, конечно, отдельная история, потому что они отставали очень сильно от Норвегии в полярных исследованиях. В то время как Норвегия, провинция Швеции, долгое время считалась, но опережала там на несколько корпусов Швецию. У них был Нансен, о чем говорить, и Амундсен тоже. У Швеции никого не было. У них была только одна арктическая экспедиция, и та, просто смехотворная. На воздушном шаре, вот я упоминала, как Андре отправился, там 3 человека, по-моему, просто буквально на воздушном шаре, также со Шпицбергена отправились в сторону Северного полюса. Это совершенно неуправляемая штука. Вот, и, к сожалению, там все погибли. И вот я рассказывала, как спустя почти 100 лет обнаружили и напечатали фотографии этой экспедиции. Да, но это и единственное все. И тут у Швеции появился фильм «Мальмгрен». Это надежда науки шведской. И очень все им дорожили. Он был очень важен не только как человек, но и как национальный символ. Поэтому вот шведский самолет тоже собирался лететь на Шпицберген. А финны зачем отправили свой самолет, при том, что это был их единственный почти, вот такой настоящий самолет, они его отправили. Мне трудно сказать, зачем. Финнов там точно не было по национальности, только по имени Мальмгрен. Но и они участвовали. И, в принципе, все 3 самолета имели шансы долететь до Шпицбергена. Ждали метеорологические сводки и выяснили, что погода портится, поэтому если вы хотите сегодня лететь, то летите прямо сейчас. Так и поступили. И не советуясь с другими ребятами, с другими самолетами, они просто быстро погрузились на свой, разогнались и на глазах изумленной публики взмыли там метров на 50, как очевидцы говорили, и скрылся в северо-западном направлении. Вот. Остальные пилоты были в недоумении, потому что к ним вообще не подошли, не поздоровались, не посоветовались. Было бы безопаснее лететь всем 3, естественно. Но Амундсен не собирался устраивать вот эти какие-то коллективные действия. Он хотел быть первым, единственным и никого не ставил в известность о своих планах. Вот тот факт, что руководителем экспедиции был Амундсен, а, например, не Гильбо, первый пилот, ставил эту экспедицию в какую-то изоляцию от всей остальной. То есть все эти операции, они координировались с Рисер Ларсеном. Все передавали друг другу метеосводки, все знали, кто куда поехал, полетел, кто где находится.
и там просто такая жизнь кипела вокруг Шпицбергена. Там уже затевались спасательные операции самих спасателей. Там кто-то на собачьих упряжках, кто на лыжах. В общем, и все друг другу сообщали результаты. Там, здесь нет, тут мы вот тоже осмотрели этот участок. То есть все понимали, что происходит. А Амундсен ничего этого не знал и о себе ничего не рассказывал. И, например, Рисер Ларсен не имел вообще никакого понятия, что Амундсен собирается лететь на Шпицберген именно сейчас. И вот, например, а сейчас это 18 июня. И что вот 19 он может быть. И если он не будет, то надо начинать беспокоиться. Он вообще был не в курсе. Он не знал, какие припасы у Амундсена с собой, сколько горючего, ну просто ноль. Что касается радиосвязи, то на Латаме-47 был только длинноволновой передатчик. И у Амундсена была договоренность только с метеорологическим институтом Норвегии о том, что там в 10-20 минутах каждого часа и 40-50 те будут ловить сигнал Латаму-47. Но кроме этого института и некоторые метеорологические станции тоже ловили сигналы Латам-47, и в частности одна из них поймала тот сигнал, который Рисер Ларсен, радиограмму отправил спустя примерно час после вылета из Тромсе о том, что Амундсен просит сообщить ему ледовую обстановку в районе Шпицбергена. На этом связь закончена, и больше никто не разговаривал с экипажем Латам-47. Но известно, что Латам пытался отправить радиограммы многократно разным станциям, но, к сожалению, именно в это время эти станции принимали сведения метеорологические и отправляли их, как это обычно и делалось, отправляли их всем судам и самолетам, которые вот где-то здесь в районе северного побережья Норвегии и в Шпицбергене находятся. То есть линия была перегружена, и никому не было дела до того, что там Латам им сообщает. В общем, кроме того, часов в 7 вечера вообще вырубили электричество в этом институте. И никакие радиограммы уже не принимались и не отправлялись по понятным причинам до 12 ночи. Поэтому если Латам и хотел что-то сообщить этому институту, то напрасно старались. Таким образом, Латам-47 со всем экипажем исчез бесследно. Об этом узнает Оскар Вистинг, который все еще на судне плывет и плывет в сторону Шпицбергена. Впоследствии Вистинг сказал, что это было самое ужасное время в его жизни, потому что он ничего не мог предпринять. Он мучился неизвестностью, его одолевало то отчаяние, то надежда, он просто рвал волосы на себе. Он договорился с Амундсеном, что там, на Шпицбергене, Амундсен обязательно найдет место в самолете и для Вистинга тоже. Дело в том, что планировались рекогносцировочные полеты. То есть этот Латам-47 должен был прибыть на Шпицберген и оттуда осуществлять вылеты на север, на северо-восток и искать, где же там та или иная группа экспедиции Италии, потому что к тому времени этих групп уже было 3, там тоже события развиваются своим чередом. И Вистинг, конечно, понимал, что он мог быть на месте, допустим, Дитриксона, да. И, в общем, вот эта тяжелая ситуация, когда человек случайно остается в живых, а гибнут его товарищи. В общем, Вистинг уже тогда, когда причалили к Шпицбергену, он понимал, что, скорее всего, все, надежды никакой. Но все-таки стали устраивать спасательные операции. И на самолетах, и на судах. Сообщили всем рыболовецким судам, которые где-то в районе острова Медвежий находятся, чтобы все смотрели внимательно, что-то там искали и все такое прочее. Потом, все это было безрезультатно. Уже на следующий год отправили экспедиции к побережью Шпицбергена, к северо-восточному, и остров Медвежий вдоль и поперек весь исследовали. Не находили никаких следов. Итак, 18 июня 1928 года, когда вылетел и уже исчез Латам-47, на льдине Красной палатки произошли уже свои изменения. Вернемся к экспедиции Италии, ради которой все это и происходит на земле и в воздухе. Там происходят свои события, и после того, как экспедиция уже была разделена на 2 части живых
и предположительно погибших, тех, кто улетел на оболочке дирижабля в неизвестном направлении. Через 5 дней после этого экспедиция снова делится, и теперь уже это 3 отряда. Как это происходит? Связь, несмотря на то, что у Нобеля были и приемник, и аккумулятор, и, в общем, все необходимое для того, чтобы отправлять сигналы на Большую Землю, связи не было. Что особенно обидно, Бьяджо, радист, он просто без умолку, без сна и отдыха радировал. СОС, все такое прочее. Потом нашли же еще приборы, при помощи которых определили свое местоположение. То есть люди сообщали свои координаты. Они делали все, что могли для того, чтобы их начали уже спасать. И вот все это Бьяджо отправляет кому? Он отправляет, естественно, это на судно Чита ди Милано, которое стоит у берегов Шпицбергена, западных берегов, и специально отправлен туда для того, чтобы держать связь с экспедицией. И вот люди в красной палатке слышат сигналы с Чита ди Милано и понимают, что те не слышат их. И они понимают, что их даже не пытаются услышать, что их не ищут. И что все свое время радист тратит на то, что он отправляет какие-то сообщения там, журналистам, какие-то частные письма членам экипажа этого судна. В общем, все что угодно. Но только не делать все возможное, чтобы услышать их. Все приходят просто в отчаяние. И вот спустя 5 дней 3 человека подходят к Нобелю. Финн Мальмгрен, а за ним стоят 2 офицера, Мариана и Цаппи. И Мальмгрен от них, от всех, от имени всех выступает, просит Нобеля отпустить их пешком к Большой Земле. И уверяет, что, скорее всего, тут километров 160, не больше, и за 2 недели они нормально дойдут, да еще, скорее всего, встретят там охотников каких-нибудь по дороге. В общем, шансы достичь Земли велики. А что толку здесь сидеть, когда их никто не слышит? Они, по крайней мере, там найдут кого-то, позовут на помощь. Нобель категорически против. И он просит подождать их еще 1 день. Но те не соглашаются, и Финн Мальмгрен говорит, что все-таки, если я отправлюсь с ними, потому что инициатором-то был Цаппи вообще-то, если я отправлюсь с ними, то шансы еще увеличиваются, потому что Мальмгрен же опытный полярник, а эти просто итальянцы, которые никогда и не были в таких условиях. Но у Мальмгрена сломано плечо, и моральный дух его тоже сломлен. Он в очень плохом был состоянии, печален и считал, что всем им конец. И тут он решил, видимо, искупить свою вину, потому что ведь это он всех подбил двигаться обратно, лететь против ветра, из-за чего вот все это и произошло, вся эта катастрофа. Он себя страшно винил в этом. И он решил отправиться с 2 итальянцами, чтобы уберечь их от возможных бедствий, как самый опытный. И Нобель понял, что удерживать их он не сможет, что они уйдут все равно. И чтобы не терять свой авторитет, он дает согласие. И вот, причем Цаппи, отдельный, конечно, персонаж, Цаппи стал подговаривать еще и Бьяджо, радиста. Ну, то есть, если экспедицию покидает радист, то это конец, значит, нет вообще никакой связи и шансов ее наладить. Но Бьяджо был честный и простой парень, он категорически отказался. Отказался также Бегоунек, которого тоже звали Франтишек Бегоунек, сказал, что уйдет с этой льдины только вместе с Нобелем. А вот эти 3 решили уйти. Изменения, надо сказать, на льдине, они всегда происходят каждую секунду и каждую минуту. И вот Рисер Ларсен, он пытался объяснить итальянцам, что каждая минута дорога. Он-то знал, о чем говорит. Потому что самое страшное, что испытывают люди, находящиеся на льдине, это постоянный скрежет этого льда и ощущение ненадежности. Они же не на острове сидят. Они на льдине, которая, это же летом наступает, да? А человек и терпеливый. Ну, в общем, все были на взводе. И при этом еще они постоянно радиограммы рассылают, и им никто не отвечает. Вот в такой ситуации неудивительно, что кто-то захотел пойти пешком к Большой Земле. Но разделение экспедиций приводит к разным последствиям. Есть много исторических примеров. В одних случаях люди спасаются, которые пешком ушли. Да? Мы помним, как Альбанов
с Конрадом спаслись вдвоем. А те, кто остался на шхуне Святая Анна, непонятно, что с ними случилось, скорее всего, они все погибли. Вот. А в экспедиции, допустим, Амундсена, мы помним, да, на Мод, были люди, которые захотели уйти пешком, так они не дошли до берега и погибли. Поэтому нет никаких правил, и непонятно было, кто же поступает правильно. Мариана Цапи и Финн Мальмгрен, которые уходят, или все остальные, которые остаются на льдине. У кого больше шансов? Ведь у этих было радио, какая-то хоть надежда, да, у тех вообще никакой связи с землей. Ну, в общем, они простились, и эти трое пошли на запад в надежде достигнуть Шпицбергена. И на следующий же день их сигнал был услышан. Тихо! Не калякайте! Ну, вовсе даже не на судне Чита ди Милано, не в Италии, не в Норвегии, а в российской глубинке. Поймал! Мишка, звони в колокола! В Архангельской области, в маленькой деревне, жил-был радиолюбитель по фамилии Шмидт, который поймал сигнал СОС и сразу же дал телеграмму куда следует, и те дали тоже телеграмму дальше, выше, выше, и в конце концов советское правительство было в курсе дела. Координаты были переданы, вот что самое главное. И тут же начался следующий этап этой спасательной экспедиции, о котором я расскажу в следующий раз. Но важно то, что Красная палатка стала получать сообщения извне. И в частности они узнали, что им на помощь вылетел сам Амундсен. И Нобеле отправил целый мадригал, просто целый мадригал. Он не мог коротко выражаться, поэтому он написал, как для него важно, что именно Амундсен отправляется спасать экспедицию, и как это символично, и какой он герой. И теперь они уже точно уверены, что их, конечно же, спасут. И вот это все очень пространно, длинно и с душой написал Нобеле. Но точно так же им стало известно, что Амундсен пропал. И, конечно, они ужасно расстроились и были разочарованы, а Нобеле еще и разозлился. Потому что, во-первых, он понял, что Амундсен его обыграл, и теперь уже раз и навсегда, потому что, скорее всего, он погиб. И он погиб как герой, а как погибнет Нобеле, еще неизвестно. Он сам это сказал. Он меня победил. Нобеле понял, что это все, что вот этот поединок, который длился уже несколько лет, все-таки закончился в пользу Амундсена, потому что очень важно не только то, как ты живешь, но и как ты погибнешь. И Амундсен погиб очень правильно, если вообще так можно сказать. После того, как Нобель узнал, что организуются экспедиции поиска Амундсена, он начал злиться, потому что это оттягивало силы от поиска самого Нобеля. Все искали Амундсена и хотели его найти не меньше, чем Нобеля. То есть теперь уже получилось, что ищут и того, и другого. И Нобеле, ну так сдержанно, но достаточно красноречиво пишет в своих мемуарах, что все-таки Амундсен напрасно он лез в авиацию. Отправился бы на собачьих упряжках, вот он с собаками хорошо разбирается, вот и отправился бы, пользы было бы больше от него. А он что наделал? Теперь много людей заняты тем, что ищут Амундсена. И зачем он только хлопот прибавил всем? Вот в таком ключе. Да, забегу немножко вперед. Пока Нобель оставался на льдине, он тоже еще был героем. Не для Муссолини, да, и не для итальянского фашистского правительства, которые на нем просто крест поставили сразу, от него отреклись. Но он был все-таки героем для многих других людей в других странах, и все сочувствовали и хотели спасти. Но как только Нобеле покинул льдину первым из всей своей этой команды, своего отряда, как только он сел в самолет Лундберга и покинул их, он стал уже не героем, он стал косвенным виновником смерти Амундсена. Знаете, человеческое сознание, массовое особенно, оно странно устроено. И так же, как Амундсена обвиняли без всяких оснований в гибели Скотта в Антарктиде, также и Нобеля обвиняли в гибели Амундсена в Арктике. Вот такая игра судьбы произошла.
Да. Но Амундсен, конечно же, погиб. Но он погиб не сразу. Последние исследования свидетельствуют о том, что экипаж еще поборолся за свою жизнь. Как видите, эта история сложная и довольно длинная, поэтому и в этот ролик она не уместится до конца. Я хочу его завершить и подвести некоторые итоги, чтобы вы не запутались во всем этом. Что получается? На льдине в красной палатке остаются 6 человек во главе с Нобеля. 6 человек исчезли вместе с оболочкой дирижабля, мы ничего про них не знаем. 3 отправляются пешком к земле в надежде найти какую-то помощь для своих товарищей и самим тоже спастись. Амундсен, отправившийся на поиски экспедиции Нобеля, пропадает бесследно. Мы знаем, что ледокол Красин вот уже выдвигается тоже на спасение экспедиции Италии. И несколько судов и самолетов из разных стран, базируясь на Шпицбергене, совершают разведывательные экспедиции. В следующем ролике я бы хотела рассказать, что случилось с группой Мальмгрена, какую роль во всем этом сыграл ледокол Красин, рассказать о судьбе экипажа Красина и перейти, наверное, уже к фильму, который был снят спустя 40 лет после описываемых событий. А сейчас я хочу только сказать, что по последним сведениям могло произойти с Амундсеном и его командой. По последним сведениям, вполне возможно, что Амундсен и остальные ребята не погибли так уж сразу, что они поборолись за свою жизнь, возможно, несколько дней, а возможно, несколько месяцев. Дело в том, что спустя 5 лет, в 1935 году, в Оксфорде была организована студенческая экспедиция на поиски, не то чтобы специально на поиски следов Амундсена, но на Шпицберген, на северо-восточную землю. Это часть архипелага Шпицбергена. Там студенты должны были заниматься картографированием и в том числе искать какие-то следы прежних экспедиций. В общем, этот момент тоже важен был для этих ребят. Они остались там на зимовку с 1935 на 1936 год. И вот в 1936 году одна из групп исследовала полуостров Платен. И там они сделали удивительное открытие. Чуть дальше от побережья эти студенты открыли следы человеческого лагеря, который, вероятно, существовал там, может быть, несколько недель, а может быть, даже 2-3 месяца. Студенты все зарисовали, где все располагалось, все там переписали, и несколько предметов взяли с собой. Руководитель этой группы сначала рассказывал журналистам о том, как все было, а потом, когда он стал догадываться, что это не просто одна из каких-то экспедиций, а это, скорее всего, что-то очень-очень важное, он закрыл рот на замок, и сведения о его находках точные находятся только, есть только в оксфордских внутренних всяких вестниках и так далее. И вот, когда их недавно просто просмотрели внимательно, об этом пишет Моника Кристенсен в своем исследовании «Как пропал Великий Полярник», Амундсен. Точка невозврата. Значит, что обнаружилось? Во-первых, в устройстве самого лагеря есть норвежские черты. То есть у норвежцев есть свои правила, как делать лагерь. Например, они обкладывают палатку по всему периметру камнями, прижимая ее, спасаясь от ветра. Потом были обнаружены остатки продуктов, чисто шведских или норвежских. Там есть очень похожие такие хлебцы специальные, которых не было ни в экспедиции Нобеля, например, и ни у кого из тех, кто его искал. Но самое интересное, что нашли еще какие-то итальянские документы и фрагмент ткани прорезиненной, которая не использовалась вообще никем и никогда, кроме как в дирижаблях. И из этого и из некоторых еще деталей сделали вывод, что, вероятно, Амундсен, Латам-47, летел к той группе экспедиций, которая исчезла вместе с оболочкой дирижабля. Амундсен мог решиться на такой прямой полет. То есть они вовсе не разбились у острова Медвежий, и они вообще не собирались лететь на Шпицберген.
а решили сразу совершить рекогносцировку к возможному месту падения этой самой оболочки, которое было уже сообщено к тому времени. Потому что люди из Красной палатки, да, они видели, что там вот где-то километров 20 от них в таком-то направлении там есть столб дыма. То есть, вероятно, там они упали. И что еще интересно, что в сценарии фильма «Красная палатка» был такой момент, что якобы Амундсен, да, со своей командой приземлился там, увидели сверху лежащих людей на льду, и поэтому решили приземлиться, не могли пролететь мимо. Вдруг там есть кто-то выживший, надо же спасти. И при неудачном приземлении самолет разбился, все погибли, кроме Амундсена. И Амундсен произносит такой долгий, очень драматичный монолог. Вошел ли этот эпизод в фильм или нет, это вы узнаете сами, когда пересмотрите этот фильм. Но предположения исследователей совпадают вот с этой совершенно фантазийной версией. То есть Латам действительно мог увидеть эту оболочку и, возможно, людей, и поэтому они могли приземлиться там, хотя на лед этот самолет очень плохо садился, но, может быть, там были разводья, это не исключено. Взяли там некоторые предметы, например, документы и фрагмент этой оболочки, и, возможно, смогли взлететь и разбились уже где-то в другом месте. В том месте, откуда они могли добраться до берега, до полуострова на архипелаге Шпицберген. То есть, что они дошли до земли. Каким образом? Если даже этот самолет падает на воду, он не тонет. Поплавки держат его на поверхности. Его можно использовать как лодку, ожидая помощи, например. Да? В общем, есть такая версия. И в этом лагере люди, прожив какое-то продолжительное время, собрали вещи свои, а некоторые оставили, и ушли в неизвестном направлении. И вот тогда-то уже их следы теряются. Так драматично и неясно закончилась судьба великого полярного исследователя Руаля Амундсена. А какая судьба постигла Нобеля, его врага и человека, который стал причиной гибели Амундсена? А также что случилось с группой Мальмгрена, почему из 3 человек спасли только 2, а 3 навсегда остался во льдах, об этом я расскажу в следующем ролике. Пока! Дима, какой ужас! Я не рассказала про самое главное, что у него была любовница у Амундсена, что она к нему ехала. Все, я тут про самолеты рассказываю. Был еще романтический эпизод, немаловажный, у Амундсена в это время. Был роман с Бесс Мэггетс. Это была очень симпатичная американка, значительно моложе его, и она была так сильно увлечена Амундсеном, и они уже несколько лет были знакомы, что она вот ехала в Норвегию для того, чтобы выйти за него замуж. Она и до этого несколько раз уже приезжала, они встречали вместе там Рождество, проводили время, она все это время была замужем. И тут, наконец, должно было уже решиться, он собирался сделать ей предложение. Она должна была к нему приехать через 3 недели, вот после того, как он узнал о гибели Италии. И он думал, что сейчас он буквально там через месяц вернется, она его подождет в его доме, и у него начнется новая жизнь. И она действительно приехала. Вот, она его ждала, но так и не дождалась. То есть, к чему я все это рассказываю? Есть версия, что Амундсен хотел погибнуть во льдах, и он специально отправился на Латаме-47, который совершенно не подходит для этой экспедиции. Он хотел погибнуть в Арктике. Он вовсе не собирался погибать, он жениться собирался. Вот. И к тому же быть героем для своей Бесс, а не пенсионером. Пенсионеры тоже имеют право жениться, я ничего против не имею. Но не Амундсен. Все. 54 года.